затронуть тему, опять-таки, очень часто сталкиваюсь в практике, и поэтому хочу вот с вами тоже на эту тему поговорить и ну, чуть-чуть объяснить. Возможно, вы все это знаете, но хочу еще раз, знаете, акцентик сделать про голодание. Вообще, надо ли голодать или нет? Надо ли заниматься каким-то, сидеть на диетах, отказываться от какого-то определенной еды или нет? Потому что очень много есть сейчас разных направлений. В целом, конечно, если мы возьмем как ну, все население Земли, то ну, очень, особенно Европа, Америка, да, мы, в принципе, переедают люди, да, они толстые, они имеют лишний вес, они кушают больше, чем положено, и в таком случае, м, и в таком случае, ага, хорошо, Анечка. Вот, и в таком случае, конечно, возможно, и надо на каких-то диетах посидеть. И я вот знаю мужчину одного моего клиента, который сел на диету, потому что его бросила девушка. Вот, и он похудел так прекрасно, килограмм, он весил за 100 килограмм, ну вот, и он похудел где-то на 30, и у него прошла гипертония, у него прошла спина, у него болела, он был такой ленивый, ну, потому что, ну, знаете, с таким телом грузным, конечно же, и он, ну, подтянутый такой стал, ну, в общем, все у него улучшилось. И в этом плане, как бы, да, можно сказать, что для него это пошло на пользу. Но это с одной стороны. А с другой стороны, я вижу много, ко мне же приходят в основном с какими-то симптомами люди, и вот они начинают мне говорить, мне сказали нутрициологи, что надо почистить токсины. И они сидят, какие-то прокшалану делают, что-то еще делают, чистятся в момент, когда человек выздоравливает. И он вообще, ну, и вот эти люди, которым интересуются этим всем, они же в основном не имеют избыточной массы тела, они, ну, как бы нормальные. Вот, и при этом садятся, или там глисты выгоняют, тоже там определенные жесткие какие-то диеты. Или вот часто сталкиваюсь, если какой-то уже онкология у человека, то ему запрещают кушать молочку, запрещают кушать там рис, хлеб. Ну, в общем, это уму непостижимо. Если мы сталкиваемся от знаний ГНМ, когда тело восстанавливается, голодать ни в коем случае нельзя, и это только затягивает восстановление, только еще хуже становится. Поэтому отсюда мы можем сделать, да, такой простой вывод, что невозможно для всех одной линейкой подходить. Надо голодать или не надо. Но мы должны каждый для себя это определить, в каком мы состоянии находимся. И у подружки мама была, я помню, подружка такая у меня была полная все время, она ее кормила и говорила, знаете, такая поговорка есть, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Ну, то есть к тому, что лучше быть полным, тогда в тяжелые времена на запас нам как бы хватит. Да. Ну, в этом, конечно, есть доля правды. То есть мы должны для себя определить, если мы себя хорошо чувствуем, если у нас нет никаких симптомов, мы не в фазе выздоровления, мы уже можем определить, да, в принципе, в какой фазе мы находимся. И мы хотим немножко похудеть, то, ну, или как-то, ну, что-то нам не нравится в нашем теле, то можем, ну, по чуть-чуть, понимаете? И самое главное, никакой, ну, не монодиеты. Вот это очень все ограничивает нас в поступлении разных микроэлементов, витаминов и так далее. Лучше тогда убирать просто быстрые углеводы, да, всякие булочки, тортики, конфетки, и этого уже будет достаточно. Можно еще делать, например, интервалы между едой. Ну, хорошо покушать в обед, а потом аж ну, не ужинать или только молочка или чая попить на ночь без ничего, и потом аж покушать там поздно на завтрак, например. Это тоже хорошо. И тогда организм нормально воспринимает, он не пугается. Нам самое главное, чтобы он не пугался, что мы на голодовку как бы сели. То есть вот, ну, как бы, и самое главное, и еще хорошо, когда мы постепенно. У меня тоже есть девочка, которая такая достаточно полная была, и тоже с мужем развелась, и вот решила заняться же собой и все остальное. Так она вот где-то не больше, чем грамм на 700 худела в месяц. Ну вот распределила себе нагрузочку физическую, вот такое плавное чуть-чуть питание, ограничение, и она прекрасно, но сохранилась, вы понимаете, тело не стрессует, и оно так постепенно. А, конечно, когда мы, хоп, резко так начинаем голодать, у нас же тело сразу воспринимает, особенно печень не любит голодовки, вообще печень, все, что связано с желчью, желчный пузырь, вот это все, они очень не любят голодовки, они воспринимают это сразу как, ну, что угроза какая-то. Значит, в каких-то неблагоприятных условиях находится человек и начинает удерживать жидкость, удерживать эту всю э,
ну, все, что мы все-таки кушаем, как бы, и бесполезно. Окажется, ну, сколько со мной делились люди, когда, вот, например, 3 дня уже голодаю, появляется энергия, появляется легкость, человек меньше спит, и это типа плюс. Но если мы посмотрим с точки зрения ГНМ, то мы видим, что это активная фаза конфликта случилась, да? Спать не хотим, кушать не хотим, много энергии, то есть тело начинает уже находиться в режиме выживания. И потом, как только мы возвращаемся к нормальной еде, оно опять все набирает, ну, в общем, бесполезно это. Вот, но, а тем более, когда, если мы находимся в фазе восстановления какой-то, то тогда, если у нас есть какой-то диагноз, если сейчас, если у нас есть, ну, какие-то показания, мы с этим работаем, что у нас есть симптоматика какая-то, ни в коем случае тогда мы не должны голодать. И мы должны кушать все, особенно все, что касается белков, потому что это строительный материал вообще всего, и то, что касается жиров. Потому что жиры, они и хорошо, без жиров у нас не работает мозг, без жиров у нас клетки не восстанавливаются, многие витамины не синтезируются, ну, когда жира нет у нас. Вот, поэтому ни в коем случае нельзя это делать, особенно белки, особенно когда старые ткани восстанавливаются, у нас, как вы знаете, очень много тогда белка вымывается при фазе восстановления, и ни в коем случае нельзя голодать. Вот, поэтому еще это, я почитала, знаете, что даже животные в зоопарках, я всегда думала, что животные в зоопарках страдают, да, ну как бы, что они там, ну, находятся, ну, может быть, в каком-то смысле и да, но жизнь у них в 2-3 раза у любого, если взять животное, как он в дикой природе живет, и как он в зоопарке, в 2-3 раза больше животных живут, именно потому, что они регулярно питаются там, вот, и, ну, как бы и нету такой опасности у них постоянно, ну, меньше находятся в симпатикотонии, так скажем, вот, это что же, ну, о чем-то нам говорит, а мы тут сами себе, мы так и не в сильно благополучном мире живем, мягко сказать, а тут еще мы себя принудительно как бы напрягаем вот тем, что мы ограничиваем себя в питании. В общем, ко всему надо подходить разумно, призываю вас к этому, да, подходить с пониманием, что происходит сейчас со твоим телом, и нужно ли тебе это вообще или не нужно. Вот, и еще такой моментик маленький, что очень часто мы думаем, что это вот сейчас, особенно вот тех, кто живут в Украине, мы думаем, что это мы потолстели, а мы просто находимся в конфликте беженца, и у нас сильнее накапливается вода, потому что мы в опасности. Вот, и надо либо потерпеть и подождать, пока мы не вернемся, ну, пока не закончится это все, да, и мы вернемся в нормальное состояние, либо работать над собой, ну, как бы, да, психологически, чтобы нам не было опасно, и жидкость уже будет тогда выходить. Бесполезно отказываться от еды, организм все равно будет выдерживать жидкость, если мы находимся в опасных условиях. Вот. Ну, у меня есть отдельный семинар именно по синдрому беженца, там я больше даю информации, как именно от отечности избавиться. А в основном это отечность, на самом деле, а не жир. Вот. Вот такие вот я вам хотела сегодня вещи рассказать. Они важны, я наверняка, ну, понимаю, что вы их знаете, но все-таки будьте... Потому что я столкнулась недавно с летальным исходом, понимаете? Люди от этого в тяжелом состоянии, когда вот человек вегетарианец был, и у него была железистая ткань восстанавливалась. И она ни в коем случае сказала, что она белок, фасоль у нее не переваривает, орехов столько не съешь, а животный белок она же не может кушать, потому что она вегетарианка, и все. И тело не выдержало, ну не хватило, просто не хватило белка для восстановления. Человек ушел из жизни. Это реально серьезно. Вот, поэтому обращайте на это внимание и будьте здоровы. Вот, кушайте нормально. И мы сегодня ну, после того, как поговорим, я вам подготовила медитацию на то, как принимать нормально ну, еду, как кушать и быть довольным, так скажем.